Репортаж дождя. Программист Дмитрий живет на окраине Москвы и редко выходит из дома. Работает на себя, все, что нужно, покупает в интернете. И по утрам, проводив жену, он открывает не котировки рубля, а курс биткоина. У меня есть биткоины. Я захожу на сайт этой фирмы. Там есть возможность оплатить биткоинами. Я открываю эту ссылочку, как вы видели, тут же открывается кошелек. Я ввожу цифру, тут же ввел, пароль. Все, биткоины там. То есть это 30 секунд. Здесь, в этом виртуальном кошельке с криптовалютой, их семейные деньги на текущие расходы. Смысл этих виртуальных денег не столько в том, чтобы спасти сбережения от инфляции, сколько для удобства безналичных платежей вместо банковской карты. За эти биткоины и ларки Дмитрий покупает в интернете технику, платит ими за интернет и свой мобильный телефон, сам написал для этого программу и запустил в общий доступ. Как только я заплачу на этот адрес криптовалюту, она автоматически сайтом конвертируется в рубли и автоматически посылается на мой сотовый телефон. Еще год назад о биткоине в России действительно мало кто знал. Но даже здесь было сложно не заметить, что в конце прошлого года курс этой новой и непонятной валюты взлетел в 8 раз. Со $150 до 1150. Вокруг него мгновенно разрослась гигантская индустрия. В разных частях света стали открываться биткоин-биржи, то есть обменники, где криптовалюту можно купить и продать за евро, доллары и другие традиционные деньги. В нескольких странах биткоины стали принимать к оплате интернет-магазины, сервисы по продаже билетов и даже бензозаправки. Сейчас каждый день в мире проводится 70 тысяч сделок с биткоинами на сумму $200 миллионов. Это 13 миллиардов рублей, примерно годовой бюджет Саратова. По сегодняшним данным, да, примерно в день примерно 30-40 тысяч кошельков биткоиновских, да, устанавливается. Ну, я не знаю, какая там конверсия в реальных пользователей, но тем не менее объем колоссальный. Но то на Западе и на Востоке. А тем временем в России Центробанк, у которого под носом падал рубль, внезапно выпустил заметку о биткоине. Оказалось, это он сейчас наша главная проблема. Банк России предупредил о том, что пользователи, использующие биткоин, могут быть потенциально вовлечены в финансирование терроризма. Те компании, которые хотят использовать и будут использовать биткоин, правоохранительные органы будут пытаться на них воздействовать путем прокурорских проверок различных, путем, возможно, заведения уголовных дел о мошенничестве и так далее. А может и нет в этом никакой ошибки? Зазевались, глядя на обвал рубля, и пропустили врага? Много ли в России биткоин-миллионеров и нужно ли с ними бороться? Кажется, Дмитрий – один из немногих в России, кто мог оценить последние скандальные новости с первых полос американских газет. В Калифорнии якобы раскрыт таинственный создатель биткоина Сатоси Накамото. В Японии обрушилась крупнейшая биткоин-биржа, а в Сингапуре директор другой биржи пустил себе пулю в лоб. И главная новость. Несмотря на все эти потрясения, биткоин снова растет. Сейчас он стоит в 12 раз дороже, чем год назад. Все это время купить и продать биткоины можно было и из России. Одна за другой запускались биржи с интерфейсом на русском языке, где к оплате принимались рубли. Крупнейшую из них, BTSE, создали двое программистов из Сколково, и сейчас она мировой лидер. В 2013-м россияне вышли на первое место по запросам на слово биткоин в крупнейшем интернет-поисковике. Оборот на BTCE бирже иногда достигает $100 миллионов в день. Комиссия, которую BTCE снимает, 0,2%. То есть 0,2% за совершение сделку с продавца и с покупателя. Это $400 тысяч в день заработок. Алексей – один из тех, кто первым соображает, где клюет большая рыба. Или, по его словам, серийный предприниматель сверхприбыльных проектов. Мы нашли его по объявлению в интернете. Продам биткоин-биржу за $1,5 миллиона рублей. Насколько много клиентов на эту тему было? Да, их достаточно было много. А кто эти люди? Это предприниматели такие же, просто более амбициозные. Кому нужны такие биржи и кто им платит комиссию? Никита, директор по развитию небольшой IT-фирмы, как раз один из них. На волне мировой популярности биткоина он решил продавать за них технику. Мы запустили интернет-магазин от компьютерной техники, где можно было только за биткоины купить товар. Мы начали уже прямо его рекламировать буквально за неделю до пресс-релиза от Центробанка злосчастного. Схема обычная для Штатов или, например, Германии. Покупатели платят в биткоинах, курс биткоина растет, а Никита по мере надобности продает их на рублевой бирже. Я нашел фирму, которая даже
вполне легально, там по договорам оказывали услуги процессинга и так далее. То есть они могли бы там за нас эти биткоины принимать и нам возвращать деньги и так далее. В марте на российский рынок собирался выйти немецкий банк, который принимает в биткоинах вклады. Была информация о выходе Фидербанк немецкого в Россию. Как раз Фидербанк в Германии достаточно активно использует биткоин и взаимодействует с биткоин, предоставляет пользователям совершать платежи в биткоин. Но как только Центральный банк свою информацию высказал, в неофициальном, повторюсь, виде, эти все переговоры, конечно, закончились. Сергей Дубинин возглавлял российский Центробанк в скандальном 98-м. Когда один премьер-министр сменял другого, Минфин построил финансовую пирамиду ГКО, а рубль за несколько дней обесценился к доллару в 4 раза. Возможно, именно он лучше всех знает, чем опасен биткоин. Это чревато тем, что это превращается в очередной МММ. То есть появляются какие-то малопонятные единицы, да, которые якобы будут приносить большой доход тех, кто их покупает. Вот раньше, знаете, за почистку там, извините, унитаза или там еще что-то брали в советское время пол-литра. Вот в каком-то смысле вот эти самые пол-литровки были тоже там определенный суррогатом расплаты. Но там было понятно, чего они стоят. Но так здесь-то каким образом все это определяется? На МММ биткоин похож только резкими колебаниями курса. Но сегодня это обычное дело и для акций компаний, и для государственных валют. Но в отличие от всех них, у биткоина нет хозяина. Того, кто может стремительно взвинтить или обрушить цену. То есть того, кто обладает монополией на выпуск, стоит у печатного станка. Сегодня это пузырь. Это финансовая инновация. Как любая финансовая инновация, есть разогрев, пузырь, который обязательно лопнет. Соответственно, мы увидим вот этот путь развития. Начало, пузырь, масса криков по поводу того, как все это неправильно. Затем этот финансовый инструмент останется в обороте и будет регулироваться и войдет в ряд других финансовых инструментов. Хозяин МММ, Мавроди, выпускал билеты и сам назначал их цену. Когда она выросла в 147 раз, он ее просто обнулил, а разницу забрал. Те, кто успел продать билеты МММ по высокому курсу, выиграли, но все остальные свои деньги потеряли. Центральные банки России или США иногда поступают так же. Они могут выпустить столько валюты, сколько считают нужным для экономического роста. Но чем больше денег, тем они дешевле. Так возникает инфляция и падает обменный курс. Правительство может сказать 2+2, ребят, сегодня надо, чтобы было 5, завтра 8 будет, а завтра это будет -4. Оно печатает, оно определяет, сколько их нужно, как их перераспределить. Мы вот рождаемся с этим, да, живем, умираем, не сильно вдумываясь вообще, как все функционирует. А биткоин может, а может и не может. Может всю эту систему, все это мироустройство несколько изменить. Этот человек скрывает свое имя и лицо. В офлайне его как бы не существует. Зато в сети, со слов создателей биткоин-сообщества ВКонтакте, он легенда, пионер и главный пропагандист биткоина в России. Человек-легенда назначил нам секретную встречу в условленном месте с видом на Кремль, а чтобы мы не обознались, надел трогательную шапочку. Этот супермен – это он, биткоин, который в одиночку борется с государственной машиной. Это просто реально подрывает основы существующей вообще всей мировой системы, да, государственного управления, потому что государство контролирует граждан через деньги, через эмиссию. Биткоины – это длинные цепочки зашифрованных кодов. Они выпускаются огромной армией пользователей, не связанных друг с другом. К ним может присоединиться любой, у кого есть компьютер. Нужно только загрузить программу. Биткоины выпускают все участники сети равномерно за то, что они поддерживают эту сеть. И нам за это вот вся эта сеть платит небольшую копеечку. Дмитрий зарабатывает на выпуске монет совсем немного. В рублях это 1500-3 тысячи в месяц. Отдельным энтузиастам с мощными компьютерами удается получить монет на $1000. И все равно, сколько-нибудь повлиять на общий алгоритм они не могут. Получается, что когда мы пользуемся рублями, мы как экономические рабы. То есть у нас есть на счету рубли. Банк выпускает эмиссию любую безналичных рублей. Соответственно, идет инфляция. В криптовалютах все устроено по-другому. Там мы знаем, какая эмиссия будет, через сколько лет мы знаем будет сколько. Поэтому можем прогнозировать, насколько наши капиталовложения в криптовалюту или подешевеют, или вырастут в цене. Фанатов биткоина такие колебания курса не беспокоят. Они считают, что криптовалюта нужна не для игры на бирже и не для того, чтобы приумножить миллионы. Цена биткоина сама по себе вообще не имеет никакого значения. Это последний по значимости параметр. Он нужен ведь не для того, чтобы люди их хранили и потом продавали, да, не в спекулятивных целях, там, накапливали свое богатство, а в том, чтобы они могли использовать эту
единицу для ежедневных своих экономических актов. Покупки, продажи, там, да, что-нибудь. Телефон с биткоинами заменяет банк, платежные системы и любых посредников в передаче денег на расстояние. Если в массовое производство таких штучек запустить, по сути, это и будет основой банковской системы. Больше никого не нужно там. Если один пользователь там, одного гаджета, допустим, скинет смс-кой номер кошелька своему там, коллеге, партнеру, да, тот ему сможет спокойно как бы перевести деньги. Это очень элементарно. Биткоин – это инструмент, позволяющий мгновенно практически передавать на любое расстояние без посредников единицу ценности. Любой. Это, будь то там, доллар, евро, не знаю, валюта. Это не важно. Каждый день 16,5 миллиардов долларов проходит через карты Visa, 10 миллиардов долларов через MasterCard и еще 400 миллионов долларов через электронную платежную систему PayPal. В год это почти 10 триллионов долларов, 10 государственных бюджетов США. Откуда берутся такие гигантские деньги? Это расчеты бизнесменов с поставщиками и заказчиками, вся онлайн-торговля, благотворительность, переводы мигрантов на родину. Visa и MasterCard получают с этих операций комиссию в 2-3%, которая для нас, покупателей, уже заложена в стоимость товара в онлайн-магазине. В биткоинах можно прокручивать те же суммы бесплатно. Раз у биткоина нет хозяина, никто не берет комиссию за их переводы из одного кошелька в любой другой на любом конце света. Бизнесменам это может помочь колоссально, да, потому что не требуется никакого взаимодействия с банками вообще. Мне не надо никаких платежей, мне не нужны никакие люди, время открытия, закрытия банков, мне нужны платежные системы. Биржи, которые меняют биткоины на рубли и другие валюты, за это берут комиссию в 0,2%. Это как Skype. Звонки внутри сети бесплатные, а на обычные телефоны платные, но дешевле, чем у сотовых операторов. Объемы операций в биткоинах уже приближаются к масштабу PayPal, а значит, они становятся прямыми конкурентами банков. Когда появляется финансовая инновация, ее не убьешь. Вот она рождается на свет в связи с реальными потребностями. Конечно же, государство борется с честными деньгами, но развитие электронных платежных систем показало, что честные деньги могут иметь право на существование. Пока власть медлит с хоть каким-то внятным ответом, несостоявшиеся российские биткоин-бизнесмены решают проблему неопределенности каждый по-своему. Мы там с группой единомышленников решили, не знаю, знаете ли вы или нет, организовать ассоциацию пользователей криптовалют, чтобы, то есть не просто глупо запретить криптовалюту, а чтобы действительно там регулировать и чтобы бизнесу дать работать правильно. Все проекты в России мы уже свернули, дабы не нарушать действующее законодательство.